Что вас отличает от известных деятелей, бизнесменов, творцов? Вы не так талантливы? Глупости. Вы не так целеустремленны? Бред. Вы глупее их? Чушь. Врач, как и болезни, очень демократичны. Инсульту безразлично, кто перед ним, дворник или президент. Так у меня есть знакомые в разных социальных группах. Поэтому рискну утверждать, что все перечисленное не соответствует действительности. Вы не добились того, чего хотели, хотя пытались. А вот это утверждение похоже на правду. Эти люди, так же как и вы, многократно терпели неудачу, но не сдались, не опустили руки. У вас так не получилось. Существует множество гуру с многомиллионными просмотрами видео, которые вас обучают конкретным шагам по борьбе с неудачами. Вероятнее всего, вы знакомы с их поучениями. Вам помогло? Тогда зачем вы смотрите этот ролик? Конечно, нет. И не могло помочь. Нет лекарства, подходящего для всех, независимо от возраста, пола, образования, социального статуса, ума. Нет и не будет. Я хочу дать вам понимание того, чего вам не хватает. Дать вам формулу, которую вы и только вы сможете вставить в свои данные, чтобы получить индивидуальный, подходящий только вам результат. Для начала давайте примем тот факт, что успешные люди никогда не испытывали тех чувств и ощущений при провале, которые испытывали вы. Вам было больно. И я выражаюсь не фигурально, я говорю о физическом дискомфорте, физической боли. Они этой боли не испытывали. Основатель сети KFC около 1000 раз приходил к людям для поиска инвестора своего проекта. 1000 раз он получал отказ и шел к следующему. Для него это было фактом и не более. Он терпел неудачу, но не испытывал боли. А если вы сейчас получите отказ от 5 человек, вы пойдете к 6-му? Нет. Сама мысль о том, что нужно идти, для вас крайне неприятна. Поэтому все советы психологов, что нужно бороться с этой проблемой, прорабатывать ее, идти навстречу своему страху, не принесут никакой пользы никому, кроме этих психологов. Скажу больше. Делая то, что приводило к неудачам, все успешные люди получали от этого удовольствие. Вы можете в это поверить? А это так. Я подробно обосную свою позицию. Это канал «Аппаратная психотерапия аудиокатарсис», и я его ведущий, доктор Родион Кузнецов. Больше четверти века я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я знакомлю вас с практическим применением этой модели. Каким образом знание принципов работы наших нервов поможет вам правильно выбрать путь к успеху, энергичности, уверенности в себе, счастью. Что такое страх неудачи, провала? Почему он мешает вам двигаться дальше? Ведь вы не боитесь прийти в магазин за хлебом и увидеть, что его там нет. Или большинство из вас этого не боятся. А чем эти ситуации различаются? Или это другое? Нет, не другое. Различие в вашем восприятии этих ситуаций. А почему вы по-разному это воспринимаете? Вас так учили? Так ведь нет. Наоборот, вам всегда и все говорили, что нужно идти к своей цели, несмотря ни на что. Все дело в работе нашей нервной системы. Я буду говорить о страхе потерпеть неудачу, но вы держите в голове, что это может сказать о любом другом страхе. Механизм формирования всех страхов один и тот же. Во всех своих роликах я рассказываю, что по нашим нервам не текут удача или невезение, целеустремленность или страх неудачи. По нервным путям протекает только электрический ток, который мы привыкли называть нервными импульсами. Наша нервная система – это электроприбор, который сам генерирует, сам проводит, сам использует электрическую энергию. То, каких результатов он при этом добивается, мы сейчас обсуждать не будем. Мы разбираем базовую составляющую. Электричество вырабатывается рецепторами, проводится по нервным путям и используется мозгом и другими органами нашего организма. Источником энергии для работы рецепторов всего два. Окружающий нас мир и изменение состояния нашего организма. Колебания в этих источниках заставляют рецепторы вырабатывать нервные сигналы. Если с ощущениями окружающей Вселенной все понятно, то изменения в физико-химическом состоянии нашего организма мы воспринимаем как физический дискомфорт, как боль. У этих источников энергии есть очень большая разница. Коэффициент полезного действия. Энергию окружающего мира, солнца, земли, воды, воздуха мы просто берем, сколько сможем. Изменение же состояния нашего организма мы должны создать сами. Мы должны затратить на это энергию. Я бы сравнил это с аккумулятором. Мы можем воспользоваться энергией аккумулятора, но его нужно зарядить. Зарядить сначала и перезарядить потом. Естественно, что организм будет в первую очередь пользоваться бесплатной энергией. Энергия космоса. В результате перенесенных травм, болезней, электрическое сопротивление нервных путей увеличивается. Мощность тока, достигающего мозга, уменьшается. И вынужденно мы начинаем пользоваться энергией боли. Мы с этим эффектом хорошо знакомы. После перенесенной острой боли
возникает и сохраняется навсегда боль хроническая зачастую. Нашему организму, мозгу, безразлично, откуда приходит энергия. Главное, чтобы эта энергия была. Но использование энергии боли ведет к возникновению, а затем и к нарастанию дефицита энергии, получаемого нашим организмом. А вот это уже большая проблема. Чем меньше электроэнергии получает мозг, тем меньше процессов он способен сделать одномоментно. Поэтому наш организм всячески этому сопротивляется. Основным принципом работы нервной системы является формирование рефлексов, связи между разными нервными клетками. Эти связи образуют огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями, своими воспоминаниями. Постоянное появление новых связей ответственно за нашу память, наши действия, наше здоровье, нашу жизнь, наш успех. Каждый раз, когда мы испытываем страх, в данном случае страх перед провалом, неудачей, мы используем свой опыт, энергию для которого поставляет боль. Формирование этих рефлекторных комплексов очень индивидуально. Я бы рискнул сравнить их с отпечатками пальцев. Вот об этом я и говорил в самом начале. Одни люди испытывают боль с последующим за этим дефицитом энергии при мысли, что можно потерпеть неудачу. Или о мысли, что нужно будет что-то сделать, что приведет к потере энергии. Эта энергия не столь эфемерна, как может показаться. Каждый раз, когда вы терпели неудачу, у вас опускались руки. У вас не было сил продолжать. Вы чувствовали себя уставшим, разбитым, выгоревшим. Успешные люди этого не ощущали. Для них неудача была просто фактом в биографии. Фактом, не несущим ни боли, ни дефицита энергии. Подробнее о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки в описании. А что делать? Все эти рассуждения были не для того, чтобы вы почувствовали суровую руку судьбы Фатума. Все, я неудачник по жизни, мой удел бледное существование. Отнюдь. Я призываю вас исправить ситуацию, стать успешным человеком. Ведь это значит, что вы станете более здоровым человеком, вы станете более счастливым человеком. Ведь вы будете делать то, что будет наполнять вас энергией. Что я предлагаю вам для этого сделать? Два пути решения проблемы. Первый – заниматься только тем, что делает вас счастливым. Звучит фантастично. Это потому, что я вам дал только выводы. Подробно, на несколько десятков минут я раскрывал эту тему в видео «Формула успеха». Там пошагово расписывается, что вы должны сделать, в какой последовательности и как использовать полученные результаты. Как вставить их в эту самую формулу, чтобы получить только ваш ответ. Ответ, который подойдет только вам и никому другому. Самое главное, когда вы сможете понять, правильный вы ответ получили или нет. Если результат верный, то вы мгновенно испытаете прилив отличного настроения, потока, энергии, желания прямо сейчас заняться выбранным делом. Это произойдет потому, что в данный момент вы не будете получать энергию за счет боли. Есть другой способ решения этой проблемы. Он более длительный, хотя менее энергозатратный. Вам вообще ничего не нужно делать самому. Нужно будет ждать результата. Я говорю о методе аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Вы надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Это займет больше времени, но полученный результат останется навсегда. Этот физиотерапевтический метод изначально создавался для восстановления нормальной проводимости нервных путей за счет уменьшения их электрического сопротивления. Подробнее в видео, как работает аппаратная психотерапия. Ссылки я оставлю. Уменьшение электрического сопротивления ведет к увеличению потока энергии, достигающего центральной нервной системы. Энергия боли, как источник энергии, становится ненужной. И весь патологический каскад, который я описал выше, начинает разворачиваться в обратном направлении. Вы становитесь энергичнее, работоспособнее, счастливее, успешнее. Достигайте успеха любым из этих путей. Работайте над формулой успеха или проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарсис. Достигайте успеха. Избавляйтесь от страха перед провалом и неудачей. Будьте здоровы и счастливы.